Привет всем! Вы на канале Пульс Земли. Ежедневный обзор событий и катаклизмов на Земле. Итак, события за 29 марта. Поехали! В ночь на 29 марта в секторе Марианса муниципалитета Куэнка в Эквадоре произошли внезапные наводнения, которые спровоцировали сход оползней и селевых потоков. Уже которую неделю Эквадор страдает от проливных дождей, оползней, а совсем недавно и мощного землетрясения. По сообщениям СМИ, на сегодняшнее утро от буйства стихии было разрушено более 10 домов. По меньшей мере 300 человек оказались в ловушке из-за схода селя. 2 человека числятся пропавшими без вести. Автомобиль, в котором они находились, унесло потоком воды, грязи и камней. Более 15 местных жителей получили травмы различной степени тяжести. Пожарные Куэнки, а также добровольцы уже прибыли на место происшествия с техникой, чтобы начать работы по очистке территории от буйства стихии, а также активизировали поисковые действия. Местные жители сообщают, что это первое серьезное бедствие, которое они видели в этом районе. Проливные дожди вызвали также наводнения в провинциях Гуаяс и Манаби на западе Эквадора. В результате мощного ливня, который начался еще вечером 28 марта, сильно пострадал город Чоне. Он находится в северной части провинции Манаби. Максимальный уровень воды на улицах достигал 1,5 метра. Такие локальные наводнения стали причиной проблем в движении транспорта. Многие улицы до сих пор затоплены. Обратите внимание, что по улицам неслись потоки воды, камней, палок и грязи, и все это попадало в дома местных жителей. Гаражи и подвальные помещения были полностью затоплены. Это локальное наводнение обошлось без жертв и пострадавших, не считая нанесенного материального ущерба, оценка которого проводится в данный момент. Ужасное событие произошло в штате Пенсильвания. Ввиду плохих погодных условий, сильного ветра и снегопада, видимость на дорогах упала до десятков метров, а это спровоцировало ряд ДТП. На одном из шоссе в Пенсильвании столкнулось 60 автомобилей. 3 человека стали жертвами ДТП на заснеженной дороге. Уточняется, что около 20 человек были доставлены в местные больницы. Причиной аварии называют сильный снегопад, из-за которого видимость упала практически до нуля. Легковые автомобили и многотонные фуры на скользкой трассе таранили друг друга, разнося вдребезги. О том, что на Пенсильвании идет зимний шторм, синоптики предупреждали заранее. Метеослужбы США его назвали даже не штормом, а зимним шквалом. Чтобы было понятно, это когда за короткое время резко меняется интенсивность снежных зарядов от умеренных до сильных, и все это происходит при порывистом ветре. Мощная пылевая буря накрыла американский штат Аризона. Эта пылевая буря образовалась после грозы. Сильный ветер поднял пыль и песок, создав настоящую стену из песка на фоне местного пейзажа и ограничив видимость до 30 метров. Местные жители писали в социальных сетях о невероятной силе этой пыльной бури. Тысячи людей остались без электричества, автомобилисты отказались от передвижения по городу. Этот шторм оказался крупным даже по местным стандартам. Многие очевидцы события, которых застала буря в пути, поделились фото и видео в интернете, и действительно, видимость на дорогах не превышала десятков метров. Сообщений об авариях не поступало, но власти сообщили о сорванных навесах и поваленных рекламных конструкций. Буря, накрывшую Аризону, сопровождалась ветром, порывы которого составляли 25 метров в секунду. Событие длилось около 1 часа. Сильный ветер, который сопровождался ливнем, обрушился на провинцию Восточная Ява в Индонезии. Местные жители получили заранее предупреждение о сильном ветре, который может продлиться до конца недели. Ранее в этом же месяце несколько районов Восточной Явы уже пострадали от штормового ветра. Многие деревья были вырваны с корнем, они заблокировали некоторые дороги для движения транспорта, а некоторые из них, падая, повредили как дома, так и автомобили. Местные СМИ сообщают, что жертвами стихии стали 4 человека и еще 5 получили травмы различной степени тяжести. Коммунальные и пожарные службы проводят оценку нанесенных стихией разрушений, а также занимаются восстановлением инфраструктуры.
Индонезия наиболее подвержена ударам стихии. В основном она страдает от сильных ветров, обильных осадков, которые провоцируют наводнения и сход оползней. Этот год не стал исключением. С начала года от непогоды уже погибло 45 человек. В Гватемале активизировался еще один вулкан Акатенанга, который расположен недалеко от города Антигуа. Извержение вулкана сопровождалось редким явлением – вулканическими молниями, одна из которых попала на видео очевидца этих событий. За последние сутки он произвел серию из 5 небольших извержений, 2 из которых сопровождались выбросом лавы и пирокластов. Последнее извержение вулкана было отмечено в 2018 году. И вот спустя 4 года вулкан снова решил напомнить о себе. Власти выпустили оранжевое погодное предупреждение до среды, а также запрет на приближение к вулкану в радиусе не менее 3 километров. За время извержения вулкан произвел более 100 сейсмотолчков с максимальной магнитудой 2,5. Последствий от извержения вулкана на данный момент не зарегистрировано, как и не отмечено жертв и пострадавших. Лесные пожары были отмечены в Шотландии. Одно из крупных возгораний охватило необитаемый остров, на котором во время Второй мировой войны проводились эксперименты с сибирской язвой. На видеокадрах, которые публикуют местные жители, видно, как на острове Груинард бушует пламя, и от огня поднимается большой столб дыма. Остров занимает площадь 196 гектаров и находится у западного побережья Шотландии. Пока нет информации, какой вред может нанести этот пожар. Его тушение сейчас находится в активной фазе. Как сообщили власти, уже сегодня к вечеру этот пожар должны локализовать. Местные службы спасения сообщили, что это был один из крупнейших пожаров, с которыми они когда-либо имели дело. 5 экипажей и 2 специализированных подразделения были направлены на борьбу с этим огнем. Причины пожара неизвестны. Версию с поджогом пока не отбрасывали, но и не подтвердили. Необычная субстанция появилась на поверхности реки Екатеринговка в Санкт-Петербурге. Специалисты Арктического и научного института заявили, что это довольно редкое природное явление под названием снежура. Снежура – снежный покров или скопление снега на воде, которое образуется при обильном выпадении снега на поверхность воды, близкой к точке замерзания. Быстро пропитывается водой и образует кашеобразную вязкую массу. По словам синоптиков, снежура довольно редкое явление для этого времени года. Обычно ее можно было наблюдать на реках в начале зимы, когда вода в водоемах сильно охлаждается и создаются все условия для подобных образований. Массивная лавина сошла на Аляске. Местные жители района Игл-Ривер, пострадавшего от схода снежной массы, провели день, думая о том, что делать дальше, ожидая, пока бригады. На реке Мары объявлено предупреждение о наводнении. Не успели еще местные жители восстановиться от недавних сильных наводнений, кое-где вода еще не успела сойти полностью, как новые интенсивные осадки привели к масштабным наводнениям. Полиция Квинсленда призвала автомобилистов без необходимости не выезжать из дома. Однако по меньшей мере 1 человек уже погиб и еще 1 пропал без вести. Местные СМИ сообщили, что еще 10 человек пропали без вести в районе Нуса-Хинтерленд. За последние сутки на Земле произошло 117 землетрясений с магнитудой от 2,0 до 5,4. Землетрясения с магнитудой равной 5 или более произошли в 4 странах. В каких именно, вы можете увидеть на своих экранах. Ну и по традиции минутка позитива на канале. Кунгурская ледяная пещера. Кунгурская ледяная пещера относится к уникальным памятникам природы. По определению ученых возраст пещеры составляет до 12 тысяч лет. Она образовалась на месте Великого Пермского моря. Протяженность ее целых 5,7 километра, а славится она еще чистейшим воздухом и многочисленными озерами. Туристы стремятся попасть сюда, чтобы своими глазами увидеть созданные природой гроты, а их в Кунгурской пещере почти 50, и не менее красивые озера, которых и того больше 70. Даже в летнюю жару в большинстве гротов Кунгурской пещеры очень прохладно. Огромное впечатление на туристов производят сталактиты и сталагмиты. Все это соединяется в уникальный природный памятник, оторвать взгляд от которого просто невозможно. Внимание достойный грот Бриллиантовый с его красивейшими ледяными узорами.
а также полярный грот с колонной, напоминающей замерзший водопад. Спасибо вам за просмотр выпуска, спасибо за внимание и до завтра.